Здравствуйте! Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история. Ранним утром на крыльце старой церкви в Саванне одна девушка столкнулась с неожиданной встречей, которая заставила ее сердце задуматься о настоящих чувствах. Приятного просмотра! Ранним утром на старых ступенях каменной церкви в Саванне, штат Джорджия, стояла Эмма в белом платье. Утро было тихим и светлым, воздух еще сохранял прохладу ночной росы и пахнул магнолиями и влажной землей. Улицы города были почти пусты, туристы еще не проснулись, а узкие улочки старого города были покрыты мягким золотистым светом первых лучей солнца. Колокола должны были прозвонить только через час, а гости еще медленно собирались к началу церемонии. Эмма вышла на крыльцо церкви, чтобы глубже вдохнуть свежий воздух и на мгновение остаться наедине с мыслями перед самым важным днем своей жизни. Она опустила взгляд на ступени, чувствуя легкую дрожь в коленях и странное напряжение в груди. Она ожидала радости, волнения, трепета, но внутри была тишина, которая казалась слишком громкой. В этот момент ее взгляд остановился на фигуре, сидящей у основания ступеней. Пожилая женщина, согнувшись под тяжестью лет, тихо сидела на камне. На ней был старый выцветший плащ, руки были покрыты грязными перчатками, редкие седые волосы скрывал серый платок. Рядом лежала потрепанная сумка, потерявшая форму от долгого времени и дорог. В Эмме проснулась жалость, горячая и острая одновременно, смешанная с любопытством и странным предчувствием. Старуха подняла глаза. В них не было ни усталости, ни беспомощности. Взгляд был ясный, пронзительный, как будто она видела не платье и не внешность, а что-то сокровенное в душе Эммы. Женщина смотрела долго, не отводя глаз, и в этот момент Эмма почувствовала, как ее сердце сжимается. Она ожидала спокойствия, предвкушения счастья, но вместо этого внутри что-то дрогнуло и стало тревожным. Медленно старуха поднялась, опираясь на палку, и подошла ближе. Когда расстояние между ними сократилось, утреннее тепло вдруг сменилось прохладой, пробежал легкий озноб по спине. Старуха осторожно коснулась плеча Эммы. Прикосновение было почти невесомым, но в нем ощущалась сила, уверенность и важность, словно это был не просто жест, а предупреждение. Эмма ощутила странную тяжесть и одновременно ясность. Внутри нее что-то дрогнуло, сердце, которое должно было петь в этот день, оставалось тихим и немым. Старуха, словно читая ее мысли, тихо произнесла, что ей не стоит выходить замуж. Слова были спокойными, почти шепотом, но в них чувствовалась сила, которую нельзя было игнорировать. Женщина еще раз повторила, что видит сердце Эммы, что оно молчит, когда должно петь, и что в день свадьбы сердце должно звучать так громко, чтобы весь мир слышал. Затем старуха медленно отошла, снова опираясь на палку, и растворилась в утреннем полумраке саванны. Эмма осталась одна на крыльце церкви. Ветер слегка колыхал магнолии вокруг, шум города постепенно нарастал, приближались гости, звучали шаги и голоса, готовясь к церемонии. Но внутри Эммы осталась тишина, глубокая и осознанная. Она поняла, что сердце должно петь громко и ясно, иначе нет смысла идти дальше. И в этой тишине, в лучах мягкого утреннего солнца, Эмма впервые ощутила, что важнее всего — слышать себя и свои чувства, даже если весь мир вокруг ждет другого. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.